Война. День 234. Ситуация на фронтах. Мобилизованные россияне уже массово попадают на фронт, без малейшей подготовки и оснащения. И как следствие, среди них довольно высокая смертность, что уже не удается скрывать. Российский подход к мобилизации кардинально отличается от украинского. Украина, проведя мобилизацию в начале войны, направила мобилизованных на обучение и слаживание, и лишь спустя полгода солдаты, прошедшие подготовку, попали на фронт, где они действительно способны переломить ход войны. Россия, имея колоссальный человеческий ресурс, решила бросать мобилизованных без подготовки, так как фронт уже сыпется, и войска нужны здесь и сейчас. И в этом есть некая, пусть и ужасная, но логика. Российскому руководству плевать на людей, в том числе и на своих. Поэтому они запустили конвейер бесконечной мобилизации и переброской неподготовленных солдат на фронт. Да, многие из них умрут, но те, кто выживет, через полгода станут хорошими солдатами с боевым опытом. А пока можно пытаться сдерживать наступление большой массой. Особая циничность тут в том, что на Россию никто не нападал, и им незачем бросать людей в мясорубку без подготовки. Такого не было даже в Первую мировую. Альянс Свободы. Результатом российского ракетного террора стало лишь усиление помощи Украине, в частности поставок систем противовоздушной обороны. Так, помимо полученных Айрис-Т и поставки на САМС, Испания собирается поставить 4 комплекса ПВО «Хаук». Данные системы способны поражать цели на расстоянии до 25 км и высоте 14 км, а модернизованные на расстоянии до 40 км и высоте 18 км соответственно. Восток. Продолжаются приграничные обстрелы в Сумской и Харьковской областях. В Белгороде полно кадров работы ПВО. Отмечается высокое число неудачных сработок, где видно, как ракета ПВО отклоняется от траектории и бьет по наземным целям. А в Гайвороне найдены обломки ракеты С-400. Также вчера вечером снаряд попал в подстанцию, а сегодня произошли взрывы на нефтебазе. Продолжаются встречные бои на отрезке Сватово-Кременная. Украинцам удалось освободить Крахмальное на дороге, соединяющей Купянск с Сватово. Но в целом бои тут пока местного значения. На другом берегу Северского Донца россияне атакуют Спорное, которое снова можно считать спорным, а еще Солидар и подступы Бахмута. Тут им удается постепенно продвигаться, благодаря непрерывным волнам и артиллерийской поддержке. Россияне своим освобождением превращают в руины очередной украинский город. Далее активизировались бои в районе Донецка. Украинский генштаб сообщает, что атаки россиян удается отражать. На южном фланге обстрелы, включая Запорожье и города на правом берегу Днепра, но о продвижениях тут неизвестно. Юг. Утро началось с панических сообщений российских военкоров с севера Херсонской области, где ЗСУ с 5 утра устроили массированную артиллерийскую подготовку и авиаудары, после чего вперед пошли сухопутные силы. Но украинская сторона никаких подробностей не раскрывает, и пока неизвестно, так ли это и были ли продвижения. Спасибо за просмотр, не забывайте лайки, подписку, комментарии и колокольчик.